Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким же будет май для тех, кто родился под знаком зодиака Телец. У нас будет одна общая позиция. Мы рассмотрим сферу работы, финансов, личную жизнь, совет предостережения, ну и общую атмосферу. С общей атмосферы месяца мы с вами и начнем. Итак, уважаемые тельцы, каким будет май для вас? Хорошим, приятным, замечательным. Новые знакомства, новые проекты какие-то. О, у кого-то прям новое знакомство с мужчиной, новый проект с мужчиной. Прям, знаете, вперед идете с наполненными парусами, в состоянии вдохновения, в состоянии, знаете, стремления к своей мечте. Все замечательно, все благополучно, благоприятно. Мужчина сыграет важную, значимую для вас роль в этом месяце. Что в сфере работы? Так, тельцы и работа. Что-то как-то устали, что-то как-то, вы знаете, рутинность какая-то. И вот эта рутинность, она как будто бы подводит вас к тому, чтобы начать что-то новое. Но вы боитесь двигаться дальше, потому что есть уже за плечами какой-то негативный опыт. И вы знаете, вот балансируете. Шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. Причем, вы знаете, здесь вполне может вот этот вот мужчина, он вытаскивать вас из этой хандры, либо предлагать руку помощи, либо предлагать какие-то варианты, которые вас устроят вот для того, чтобы двигаться вперед, но вы почему-то, знаете, вот не решаетесь. Видимо, тот неудачный опыт был сильно неудачный, либо страх от него остался такой вот весьма серьезный. И поэтому здесь вот буквально готовы уже сделать шаг вперед, но вот эти откаты, они прям мешают. Мужчина, кстати, он вас будет вдохновлять, он вас будет, наоборот, напитывать той энергией, которая движет вами, которая направляет вас вперед. А что в сфере финансов? У тельцов. Поступают новые предложения, вот, скорее всего, как я уже сказала, от мужчины, да, но вы медлите, вы медлите. Прям, знаете, на самом деле по финансам все хорошо, но вы можете больше. У вас такой, вот, знаете, огромный потенциал для того, чтобы реализовать задуманное, для того, чтобы получить больше денег. Все хорошо, потерь крупных нет. Но вот те финансовые поступления, которые должны быть зачислены на ваш счет, они могут приходить либо вот с каким-то таким опозданием, либо вот в конце текущего периода. И вы знаете, вот то, что вы должны заработать, оно к вам обязательно придет в хорошем объеме, с хорошими цифрами, в хороших таких вот суммах. Но здесь, знаете, как будто бы вот вы оттягиваете поступление на ваш счет таких более крупных сумм. И виной тому ваша некая такая нерешительность. Что касается личной жизни, личная жизнь у тельцов. Так, вот здесь как-то больше не про гармонию в личной жизни. Здесь вот этот мужчина, скорее всего, он кто-то, кто связан с вами по работе, по каким-то делам. И, возможно, даже из-за него в личной жизни случится некий такой разлад. Это может быть на почве ревности, это может быть на почве недопониманий. Фактически, глобально, вы знаете, вот сами по себе, но у вас все в ваших руках. Вы вольны выбирать, в какую сторону идти, куда двигаться. Тем не менее, месяц май, он, знаете, в сфере любви наполнен для вас какими-то не самыми положительными событиями, когда ссоры, какие-то новости, которые являются для вас просто ударом, отсутствие движения вперед, но вы можете выйти из этой ситуации. Здесь, знаете, вот все вот эти вот разрушения, все вот эти вот зависшие ситуации, они возникают на почве страхов, они возникают на почве того, что много иллюзий. Да, здесь прям вот, знаете, такое чувство, что вот эта вот мужская фигура, да, это может быть мужчина, с которым вы в отношениях, да, он огромное влияние оказывает на то, что происходит в вашей жизни, но
То, что непосредственно дел сердечных касается, это сложно. Вот в сфере любви месяц для вас будет сложный. Положительные моменты в сфере карьеры, работы, в сфере финансов. Здесь много таких многообещающих моментов. Но что касается сферы любви, здесь прям, знаете, гром и молния. К чему же стоит стремиться тельцам? К чему стоит стремиться тельцам? Мужчину, ну, во-первых, к стабильности, и здесь все-таки позицию мужчины нужно уважать. Судя по всему, если будете ставить на первое место мнение мужчины, здесь вот этих вот таких сложных ситуаций можно будет избежать. Ой, император, императрица. Все-таки к партнерству нужно стремиться. И императрица, она ведет себя очень достойно. И здесь, знаете, ее главное оружие – это мудрость. Это мудрость, это такое состояние, когда она может буквально, там, я не знаю, заворожить, да, буквально заговорить кого-то, и запудрить мозги для того, чтобы вырулить ситуацию в нужное ей русло, в положительную сторону. Но здесь так и есть, карта маг. Это такая ситуация, когда вы руководите ситуацией, да, вы можете ее направлять. Но здесь то, что нужно сделать, это признать главенство мужчины, потому что вот он будет говорить одно, вы, судя по всему, будете придерживаться позиции совершенно иной. А чего стоит остерегаться тельцам в мае? Здесь вот как раз-таки разрушений и таких негативных перемен стоит остерегаться. Одиночество стоит остерегаться. Действительно, в отношениях будете ходить вот прям по лезвию ножа. Причем, вы знаете, здесь у большинства может отыграться такой момент, когда наряду с вашими постоянными отношениями появляется в вашей жизни другой мужчина. И вот появление вот этого другого мужчины, который будет связан с вами работой, финансами, чем-то еще, вот эти моменты, они внесут раздрай в личную жизнь. Но вам стоит придерживаться того, что вы жена своего мужа, да, вы женщина своего мужчины. А вот этот товарищ, как бы он ни проявлял к вам чувства, он стабильности вам дать не сможет. И не стоит, вы знаете, говорят, на переправе коней не меняют. Вот здесь не стоит на переправе менять коней. Конями, прошу прощения, у нас являются наши спутники в данном случае, да, мы так их назвали. Ничего плохого не имеем в виду, не хотели никого обидеть. И здесь, знаете, здесь нужно продолжать начатое. Тройка жезлов – это как открытые дороги. Это из серии, что старый друг лучше новых двух. Поэтому действительно здесь много таких нюансов, когда вам стоит придерживаться. Здесь женщина будет принимать решение на самом деле, несмотря на то, что позицию мужчины стоит уважать, но женщина будет решать, в каком направлении двигаться. Да, она будет задавать это направление. Поэтому вот таких нюансов, собственно, внимания дополнительного требует, конечно же, сфера любви и личной жизни, потому что здесь можно наломать дров. Поэтому не поддавайтесь искушению в виде того, чтобы поверить тем обещаниям, да, которые вам дает вот этот вот мужчина, который наполняет ваши паруса попутным ветром. Здесь стоит придерживаться того спутника, которого вы знаете давно, которому вы доверяете. В целом и в сфере работы, и в сфере финансов, я бы сказала, все более или менее стабильно. Вот такой прогноз был у нас для тельцов. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.